России и Белоруссии прошли празднование 9 мая. Но, к сожалению, народ и мировая общественность особенно не заинтересовалась этим событием. Путин любит связывать себя победой советского народа во Второй мировой войне, устраивать всякие сабаши по поводу этого. Конечно, это было и на этот раз. Но на самом деле главная тема, конечно, оказалась совсем другим. Вот туда собирались, в Москву, лидеры стран СНГ, все они там шеренга ходили. И, конечно же, все заметили, что многие руководители постсоветского пространства, как-то не очень выглядят. Мы тут, АРУ-ТВ, конечно, многие годы назад обратились к этой теме, что руководители России, Белоруссии не очень здоровые люди, что они больные, да, и в таком состоянии они руководят этими странами. Многие руководители хотят, чтобы говорили, что это личное дело руководителя, его болезнь. Но видите, у Миттерана, французского президента, почти все его правление был рак. А правил он долго, 14 лет, многие годы он просто болел сильно раком. Был даже у него несколько визитов в Москву, где он, ведя переговоры с советским руководством, не мог говорить ни одного слова, потому что просто не был в состоянии. Видим, как выглядит сейчас Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, то мы видим, что да, в мире эта проблема есть, болезнь руководителя, как он выглядит, это все ли нормально или нет. Но, скажем, Джо Байден выглядит явно хуже, чем Леня Брежнев в 1982 году. Конечно, грустная картина. Но что касается нынешних руководителей разных стран СНГ, в Москве сразу бросалось в глаза, скажем, что как-то там не очень здорово выглядел президент Казахстана Токаев. Почему? Мы не знаем. Какая там может быть болезнь? Но то, что там, конечно же, развалился в этом Москве Александр Григорьевич Лукашенко, то здесь, конечно же, информация, что здоровье Лукашенко не все в порядке, это, конечно, циркулировалось давно. Другое дело, что идет жесткая государственная пропаганда, и простые люди, ты и говоришь им, что руководитель больной, а они говорят, я его вчера видел в телевидении, он там выступал, он выглядел здоровым. Люди не в состоянии просто различать какое-то на телевидении, где все очистят всякие моменты, и реально состояние руководителя. Мы здесь с АРУ-ТВ уже тоже не один год назад говорили, что Александр Григорьевич, к сожалению, болен довольно серьезно, что он почти не может ходить. Но вот все это оказалось было видно в Москве. Как вы слышали, Лукашенко и немедленно отправилась назад, конечно, в Минск, потому что состояние было вот такое. Здоровье руководителя – это важно, потому что от его здоровья зависит решение, которое он принимает. Здоровый человек принимает одни решения, больной человек, к сожалению, может принять другие какие-то решения, ошибочные. Но у Лукашенко тоже, мы видим, пришло просто это время, когда он физически, конечно, уже не может выполнять обязанности президента Беларуси, и надо на покой. Путин прекрасно знает, что Александр Григорьевич не очень здоров. Он постоянно шутит над ним. Скажем, одной из встреч в Сочи, они должны были встречаться на яхте. Путин организовал так, что не было трапа на яхту. Просто из пирса надо было просто прыгать туда, в эту яхту. Но представляете себе, бедный Лукашенко, я не знаю, сколько у них его килограммов, 140 уже? Он, конечно, невероятно толстый. Ноги у него плетутся, не ходят. Двигаться даже трудно, а у него требуют, чтобы он прыгал туда из пирса на яхту.
Совершенно опасный трюк для старого человека. Но Путин постоянно шутит над этим Лукашенко в связи с тем, что в свое время Лукашенко сам очень неудачно поднял тему здоровья Путина. Что там стало распространяться, что вот, дескать, там Путин заболел, у него было какое-то спортивное мероприятие, там захватили как бы там оттуда-сюда, а там оказался рак. Поэтому была огромная передача российским телевидением, где, говоря о том, что вот Чавес рак, что у Лукашенко тоже рак. Шутки такие жесткие, конечно. Но что делать? Путин радуется, что Александр Григорьевич больной. Лукашенко в Москве на параде Победы. Это победа Путина. Он как бы показывает, то что вы тут говорите, что я больной. Ну и что? А я президент. Вот видите, Лукашенко, а он тоже больной. И ничего. Конечно, поэтому было видно, когда Путину удалось тащить больного президента Турции Эрдогана на видеомост, там было как-то открытие очередного нефтяного предприятия, то, конечно же, он не мог, этот Путин, скрывать вот эту радость, что вот он как бы более-менее выглядит, а бедный Эрдоган там вообще как бы развалился, потому что, конечно, мы точно не знаем, что там у Эрдогана был ли удар, но, во всяком случае, он выглядел очень, конечно, больным, а Путин не мог скрыть радости по поводу этого. Как бы, вы можете видеть, как бы он там махает радостно Эрдогану, который даже там трудно там рот как бы открыть. Но вот такие игры между руководителями стран. Когда они больные, они радуются тому, что и другие руководители болеют. Люди иногда спрашивают, то что с этим Путиным. Мы с Сару ТВ много раз как бы говорили на эти темы. Были первыми, которые указывали, что Путин раковый больной. Второй раз у него уже рак. И ныне он как бы болеет раком щитовидной железы. Это все как бы известные вещи. На самом деле международная журналистская братья провела огромное как бы расследование по поводу этого. Мы видим, что Путин ходит всегда, там, тащит с собой онкологов. Вот эти онкологи, именно хирурги, онкологи занимаются именно щитовидной железой. В последнее время даже очень скептически настроенная западная пресса там стала отмечать, что у Путина явные отметины на шее, что доказывает, что ему делают постоянно операции, потому что лимфовые пузырьки могут там оказаться канцерогенными и ударить по легким. Поэтому их оперируют там почти каждое утро, если она там где-то появляется, это пузырек лимфы. И остается, конечно же, там кровавые такие, конечно, шрамы и так далее. Иногда они кровоточат. Как бы. Теперь вот даже западные журналисты это все как бы видят и как бы понимают, что Владимир Владимирович состояние очень тяжелое. Конечно, самое тяжелое здесь даже не то, что он раком болеет, а вот это лечение. Лечение очень мучительное, конечно, потому что хотят, чтобы он еще там что-то делал, хотя, конечно, это как бы очень сложно уже все делать, чтобы он выглядел работоспособным. Но делают какое-то чудо сейчас, чтобы его хотя бы публике показать. Но его, конечно же, состояние очень тяжелое. Одна рука, через которую ведут все эти огромное количество веществ, его организм, она уже почти не работоспособна, она просто висит. Люди всегда спрашивают, а когда он помрет? Мы как бы ничего такого даже своим врагам не желаем. Это все в руках Бога. Когда он помрет, если мы говорим о раке, многие эксперты уже говорят, что это на уровне хронической болезни. Есть виды рака, где можно продлевать жизнь человека, если есть такие вот какие-то огромные средства, как у Путина есть. Украинская сторона говорят, что помогают в этом, в том числе и западные какие-то там врачи, онкологи, чтобы вот помогать Путину
все-таки отвоевать еще пару лет. Но, понимаете, дают прогнозы, если мы говорим о раковых больных, там 5 лет, 10 лет. Но надо сказать, что Путин, конечно, рекорд подставил, конечно. Вот денег так много, что можно там организовать как бы все это спасение его. И он, конечно же, если бы он был обычный человек, может, и давно уже помер бы. Но, видите, если мы говорим о руководителе, вы помните, что Фидель Кастро поставил как бы всю экономику Кубы наработать на то, чтобы он бы жил. И он жил долго, долго, несмотря на тяжелейшие болезни, которые у него были. Но что-то такое делает сейчас и, конечно, Путин. Мы все-таки должны быть реалистами, но мы не вечные. И вот этим болезням, которые у Путина, все-таки его организм, конечно же, серьезно уже пострадал, поэтому, конечно, прогноз негативен, и вы видите, какая борьба идет в Кремле, там, какие интриги ведутся, но это все указывает на то, что все-таки элита вполне знает, что как бы, с Путиным там ничего хорошего нет, и скоро и конец. Но посмотрим, как это все, конечно, будет. Просто удивительно, да, конечно, что вот мы же говорим о том, что есть диктатуры, а есть демократии. И если диктатура, как бы, это обычно, что диктатор хочет править вечно, поэтому есть как бы большие проблемы там с здоровьем диктаторов, они слишком старые, то теперь вот мы видим, что, к сожалению, вот желание властвовать, несмотря на здоровье, захватила и западная, конечно, страна. Ну, видите, Дональд Трамп, когда стал президентом, был как бы в возрасте, а он тоже как бы нездоровый как бы человек. Тут уже и Байден, который вообще как бы трудно там уже ему ориентироваться, и никто не понимает, как это как бы вообще возможно. Что поделать? Мир меняется, и если избиратели Соединенных Штатов Америки выбирают вот такого человека, это их право. Как будто бы Байден это единственный человек. Да нет, берем, скажем, Пенсильвания, штат Пенсильвания, там выбрали сенатором человека, который только-только был там серьезный инсульт, он как бы уже почти как овощ, но тем не менее его избрали, и он сидит там в Сенате. Как это возможно? Почему это позволяют? Но вот демократия у нас вот уже такая, так сказать. И читать это нормально, кажется, никак нельзя. Все-таки если человек обличен, как это, у него есть какие-то там обязанности, которые он должен выполнять, в том числе, конечно, перед избирателями, то все-таки коллеги должны бы помогать этому человеку там выйти в отставку, чтобы здоровый человек пришел бы там в этот Сенат или Белый дом или в Кремль. Кремль, конечно, следующий президент обязательно будет здоровее, чем Владимир Владимирович. Конечно, есть большая надежда, что новый президент полностью изменит и курс Путина, который, конечно, в таком больном состоянии просто вредит собственной стране. Вот такими надеждами мы закончили обзор парада Победы в Москве 9 мая. Парад как бы такой не победный для Путина, конечно, и России, но все-таки маленькой надежды. Мы видели, что поколение Путина вот в таком состоянии, что, конечно же, скоро они уйдут из арены мировой политики. Конечно же, будут новые люди. А надеемся, эти новые люди с новыми идеями, новыми желаниями о другом, конечно, мире.